Почему умные люди избегают социальной жизни? 7 причин, о которых не говорят вслух. Есть такое общее впечатление, вроде бы как убеждение социальное, что умные люди должны ввиду своего широкого кругозора быть общительными, больше общаться, иметь много друзей, много времени проводить в компаниях. Но оказывается, что на самом деле это как раз таки наоборот. По статистике люди чем умнее, тем они больше предпочитают какой-то затворнический образ жизни. Почему так происходит, с чем это может быть связано? Сегодня мы с этим разберемся. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр-психотерапевт, и сегодня мы говорим с вами о том, почему же умные люди часто предпочитают не общаться с другими людьми. Первая причина – это эмоциональный возможный перегруз. Дело в том, что умные люди, как правило, более понятливы, более внимательные, часто более эмоционально чувствительные, и в какой-нибудь шумной компании такой человек может быстро перегрузиться. Какая-нибудь там вечеринка, вот такой человек приходит туда, и он понимает, что происходит, он улавливает мелкие детали, и очень быстро он этими деталями переполняется, он переполняется эмоциями, которые он чувствует от других людей, и уже через час он как будто бы хочет оттуда уйти, потому что для него уже слишком много всего этого. Вторая причина, почему умные люди избегают социальной жизни, это неподходящие темы для разговора в начале общения. Дело в том, что вот такие поверхностные темы, как обсуждение сериалов, там, новостей, каких-то, не знаю, там, сплетен общественных, эти вещи умному человеку они не интересны, но как раз таки эти темы необходимы как стартер для того, чтобы завязать общение с незнакомыми людьми. Получается, что когда человек с таким богатым внутренним миром приходит в какую-то компанию, и там, где вот нужно обсуждать эти какие-то банальные такие пошлости, ему это настолько неинтересно, что он просто не оставляет себе шанса, чтобы как-то зацепиться за общение с этими людьми. Третья вещь достаточно спорная. Умные люди очень ценят свое время, потому что они знают, чем они могут его занять. Это люди, которые, как правило, имеют структурированное представление о своем будущем, то есть у них много планов, все распланировано. И просто так вот уделять время для каких-то таких пустопорожних разговоров, для них это кажется нерационально. Спорная эта вещь. Почему? Потому что нужно понимать, что всем людям необходимо выделить себе какое-то время для каких-то бесцельных, бессмысленных разговоров, для какой-то деятельности такой вот поисковой, когда ты ничего здесь не получишь, а просто ты что-то пробуешь, для того, чтобы просто иногда помолчать рядом с другим человеком. Но люди, имеющие такой очень высокоорганизованный внутренний мир, как правило, ставят надо выше, чем хочу, и вот такие вот пустые разговоры какие-то им неинтересны, и такое общение им кажется тоже пустым. Четвертая вещь, почему умные люди избегают социальной жизни, это часто такие люди имеют еще и такой повышенный, то, что называется эмоциональным интеллектом, то есть такую повышенную чувствительность. Они обладают, как правило, таким достаточно развитым чувством такта и легко улавливают какое-то напряжение между строк в общении между людьми. Их это начинает тяготить, они начинают по этому поводу как-то переживать. Также умные люди, как правило, обладают такой чертой, как мнительность. То есть это способность разворачивать внутри себя какой-то внутренний диалог по поводу того, что происходит сейчас же вовне. То есть таким образом, тут как горе от ума такое. Человек приходит в компанию, и из этого диалога с этими людьми, всеми внешними окружающими, его вырывает его внутренний диалог. Он начинает внутри себя обсуждать и думать, что же здесь происходит, что здесь на самом деле не так. Таким образом, это все общение ему становится неприятным, таким тяготящим, и он стремится уйти. Пятая вещь, почему умные люди избегают социальной жизни, это неприязнь к фальши, каким-то лозунгам, каким-то таким выхолощенным, не знаю, формальностям. Как правило, умные люди, они потому умными называются, что это люди начитанные, имеющие какой-то достаточно высокий культурный уровень, то есть они много чего знают, как можно общаться. И когда они видят, что кто-то там, предположим, на день рождения начинает какой-то там вставать и говорить там в очередной раз, что желаю счастья, здоровья и прочие вещи, все это им кажется поверхностным. Кроме того, они замечают, когда люди говорят фальшиво, то есть человек лицемерит. В обществе принято, что иногда фальшь, формализм и лицемерие такое легкое, это такие вещи, которые скрепляют общение. Собралась, скажем, большая семья, много людей, у многих какие-то есть там контры, но они все желают друг другу счастья. Для умного человека это неприемлемо. Он видит это, он замечает, что здесь не то, что есть на самом деле, это вранье, и такое общение ему неинтересно. Шестая причина, почему умные люди избегают социальной жизни, это внутренние проекты, интересы, вообще внутренняя какая-то наполненность. То есть, часто бывают такие ситуации, что когда такого человека приглашают куда-нибудь на какую-нибудь вечериночку там, или где-нибудь с друзьями посидеть, что-нибудь там выпить, поболтать, он точно знает, что в этот момент он может заняться теми проектами, о которых он думает, о том, что он собирается реализовать. Он знает, чем заняться более эффективно, более ярко, и это его больше привлекает, чем просто посидеть, так сказать, поразвлекать других людей. Ну и
седьмая причина, почему умные люди избегают социальной жизни, часто это осознанный выбор одиночества. Потому что такие люди, как правило, понимают, что есть разница между одиночеством, когда ты вынужден в одиночестве, и уединением, когда это твой выбор. Часто умные люди выбирают достаточно много времени находиться в одиночестве. Это люди, которые часто бывают путешественниками-одиночками, или они занимаются каким-то исследованием, или он пишет книгу, предположим, ему никто не нужен, он занимается своим делом. Конечно, я считаю, что социализация — это очень важная вещь, нам очень важно иметь людей рядом с собой. Но с другой стороны, это всегда вопрос цены. То есть нужно понимать, то время, которое я уделяю людям, которые вокруг меня есть, это та цена, которую я плачу, а что я за это получаю. Если ты понимаешь, что твоя социальная жизнь тебе не окупается, то, возможно, нужно как-то ее изменить и найти себе небольшое количество людей, но с которыми ты будешь действительно единомышленником. А вы считаете себя умным человеком, который иногда стремится к одиночеству? Если да, поделитесь в комментариях, что вы по этому поводу думаете, как высокий интеллект или, например, богатый внутренний мир связаны с этим стремлением к одиночеству. Как это касается вас и как это в вашем наблюдении по поводу каких-то людей, которых вы близко знаете. Я вам буду благодарен, если вы будете задавать вопросы на эту тему, я бы хотел эту тему развивать далее. Если она вам понравилась, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.